Здорово, ребят! Я тут провожу такое свое расследование по школам. И вот в Пакистане посещал школу детскую, да, и они там, как ни прикольно, математику учат на английском. Ну, как бы у них свой язык урду, но чтобы учить математику, они сначала учат английский, а потом учат математику. Вот. Если вы думаете, что это исключение, то нет. В Эфиопии то же самое. Ну и во многих странах, в некоторых странах Африки тоже. Чтобы знать математику, они учат английский. То есть, например, вы представляете, Пакистан, там 240 миллионов, или сколько там, они, значит, не могут, не могут свои термины в математике придумать, им проще использовать английский. Вот, и, внимание, вопрос. Вот, как вы думаете, это само так происходит? Я когда-то в школе вот учился, не знаю, там лет 30 назад, мне говорили, вот, русские школы прижимают, там. Я такой, да фигня все, там, 20 лет назад, русские школы прижимают, я такой, да фигня все, 5 лет назад, но сейчас уже смотрю, на самом деле, ну, как бы, прибрежные страны все жалуются, ну, что там, учителей не хватает в других школах, потому что все учителя русские, а, как бы, школ нету. Вот, и вот вам отличнейший пример, как в мире делается это все, ну, глобально, скажем так, очень, ну, сильно. И до сих пор, вы представляете, страна, да, такая, пол Европы учат математику на английском. Только потому что, ну вот, наверное, никому это не выгодно. Вот, и еще, когда говорят про колонии, есть же разные колонии. Бывает, ну, мое личное мнение, бывают религиозные колонии. Ну, то есть, ну, как бы, почему-то на стране, там, в стране все говорят на испанском, но, блин, там христианство. Или, а в другом, например, на французском тоже христианство, а в другом на французском ислам, или там буддизм. А почему? Ну, то есть, как бы есть языковые такие колонии, есть, по мне, религиозные колонии, есть красиво, да? Я даже змейку так видел. Карп плавает метра на 1,5. Вот. И поэтому, когда закрываются какие-то школы, не то, что там одну школу закрыли, а десятилетиями идет процесс закрытия школ, все на это думают как на что-то такое странненькое, совпадение, наверное. Это ничего страшного, а на самом деле вот так вот страны и регулируются. Представляете, весь Пакистан. Посмотрите, там количество племен в Эфиопии. Блин, что же они не могли свой национальный язык сделать? Язычок есть, а английский все равно нужен для математики. Кстати, классный водопад, да? Отсюда, если видно, там, не знаю, выйти приблизить? Нет, не выйдет. Но в смысле, если смотришь снизу, водопад, а сверху видно труба, которая воду качает. Ну, вот так вот весь мир. Тоже своя легенда про это озеро. Вот так вот. Так что имейте в виду, что когда вам нужны примеры про то, что закрывают школы, вот вам примеры, когда миллионы детей, десятки, даже сотни миллионов, пляшут под дудочку. Вот так вот, по-скорому.